Всем привет, меня зовут Эдуард Кичигин, и сейчас я покажу вам, как делается вот такая вот графика, как в моих скетчбуках, как ее рисовать простым линером, который можно купить практически в любом магазине, и какие моменты важны для того, чтобы вы легко, просто и спокойно входили во всю вот эту вот историю, да. Сначала в целом покажу разворот моего скетчбука. Это мой скетчбук, который называется Nation Gallery. Вот такой он, уже немножко видавший виды, и он прилетел ко мне из Англии непосредственно. Я не знаю, к сожалению, где его купить в России, но некоторые мои подписчики говорили, что можно купить на сайте. Он уже довольно интенсивно заполнен, и, в принципе, наверное, я его закончил. Буду ли я что-то там рисовать еще, я не знаю. Ну, вот сейчас покажу конкретно вот этот разворот. Я буду рассказывать про свои проекты и про то, каким образом моя графика иллюстрирует эти проекты, как это все складывается. А пока ставьте лайк, подписывайтесь на канал, у меня очень много всего такого интересного. И это интересно, но интересно также тем, что оно простое. Чтобы зайти вот в такую графику, не нужно рисовать очень изощренно. Нужно понимать просто некоторые принципы и практиковать, практиковать, практиковать. И это один из примеров проектов, которые я разрабатывал прошлым летом. И это такая графика, которую вы видите во множестве моих видео на YouTube, на Фейсбуке, ВКонтакте, в Дзене, в ТикТоке, в Инстаграме. Подписывайтесь там, где вам удобно смотреть мой контент. И таких скетчбуков у меня довольно много. Вот, например, два из них, которые непосредственно в работе. Вот это тот, который я сейчас использую, и в нем такие множество свежих проектов. Ну, разные всякие такие интересные истории. Архитектурное проектирование, ландшафтное проектирование, пейзажистика, урбанистика и вот все вот эти вот истории. И вот тот, который я фактически закончил, вот он так драматично выглядит. Это National Gallery, вот она, тадын. С другой стороны ничего не написано, но он очень мне нравится. И выбирая между National Gallery и, например, вот этим Art Creation, я бы выбрал, конечно, National Gallery. Но для того, чтобы его заиметь, нужно или заказывать на сайте и ждать, пока он придет. Сейчас это проблема. Или попросить, чтобы вам кто-то его привез из Англии. Вот у меня второй вариант произошел, я радуюсь. Но практическая история, я сейчас использую вот этот, который купил в Питере, магазин какой же, по-моему, Art Quartal, если ничего не путаю. Но я не думаю, что это прям какая-то уникальная штука. Можете спросить у Озона или у Яндекс.Маркета, и я думаю, он вам радостно выдаст эти варианты. Это формат А4 с такой молочной бумагой. И листы бумаги довольно плотные, поэтому, когда я использую линер, например, или маркер, нет, маркер, если жирный маркер, то он пробивает этот лист. А вот эти вот линеры, которые я использую, они лист не пробивают. И поэтому, например, вот такая интенсивная графика с черными пятнами, такими прям пятнами-пятнами, она смотрится хорошо, она смотрится интенсивно, но при перелистывании и рисовании на другой стороне листа ничего драматичного не происходит. Все видно очень хорошо. Если вы тоже любите скетчбук, который выглядит как книжка, то пишите об этом в комментах. И ведь это ведь на самом деле интереснее, когда вы рисуете так, что ваш скетчбук как артбук. И я стараюсь стремиться вот к этому эффекту. И вот непосредственно на примере вот этих проектов, что мы видим и что нам помогает делать такую графику. Например, вот этот линер, он может рисовать, смотрите как, углом. Тык. Такие простые, ясные, деликатные штришки. И вот такой вот паттерн, который образует впечатление травы. И, например, я делаю вот так, я делаю вот так, делаю тенюшки, вот они, тенюшки, и образуется вот такой вот рисунок, из которого и складывается вся вот эта вот графика. И вся эта графика построена на простых формах, потому что предварительно у меня работает проектное мышление. И проектное мышление, оно состоит из комбинирования в пространстве, создания объемно-пространственной композиции. Это задача ландшафтного архитектора, которую он решает, и вводится миллион еще дополнительных моментов, таких как функция, эстетика, стиль, экономика, прогнозирование, всякие. Вот. Это один из проектов, который я делал прошлым летом. И нужно было увязать простые формы. Почему простые формы? Потому что в моем распоряжении были не превосходные исполнители, и мне нужно было сделать такой дизайн, который работал бы, даже если его сделают ребята, которые не очень в материале. Вот такая у меня была проблема. Ну, вот это все выращивалось из этой истории. Я думал про скамейки, про вазоны, в которых могут расти растения, про какие-то простые малые архитектурные формы, в виде такой простой вазы, как акцент.
И про то, как работает зелень, которая должна прийти туда и работать вот с этими простыми формами. Все эти моменты, которые относятся к проектированию, они должны были иметь отражение в традиции. Это все большая история русского деревянного зодчества, интерпретированная и адаптированная под современные реалии, но имеющая в своей основе основные эстетические паттерны, которые я вытаскивал, изучая контекст. Я читал очень много литературы, изучал очень много той информации, до которой мог дотянуться, и из этой информации выращивал проектные решения под задачу, под возможности исполнителей, под примерное понимание бюджетов, под примерное понимание сроков и под примерное понимание того, как эта эстетика может интегрироваться вот в то пространство, для которого я его проектировал. А пространство это был такой очень большой, неблагополучный город недалеко от Петербурга. И вот эти вот решения, они были заточены непосредственно под них. И что я делал для того, чтобы иллюстрировать эту историю? Это обычно 3D-моделирование, когда все приходит в проектную историю, в рабочую документацию. Я переношу это все в SketchUp, потом в какой-нибудь визуализатор типа Unreal Engine и делаю фотореализм. Или делаю там очки виртуальной реальности, чтобы люди, которые участвуют в проекте, в полной мере могли понимать, что я от них требую. Но размышление над проектом, оно начинается вот здесь, в скетчбуке, потому что это максимально быстрый и легкий для мозга путь для того, чтобы вертеть проектную идею, крутить ее туда-сюда и начинать заново. Если ты делаешь 3D, то у тебя проблема, потому что тебе лень менять варианты, лень делать там 20 вариантов вместо, скажем, 3. В скетчбуке это супер просто, потому что в скетчбуке есть обобщенность. В 3D необходима конкретика. Кто работает в 3D, тот понимает меня. А вот здесь конкретики нет. Здесь происходит обобщение, и если это обобщение, его стилизовать хорошим образом, интересным образом, ну, вот как у меня, например, то это очень сильно экономит вам силы. Вы рисуете немного, это может интерпретировано быть по-разному, и впечатление хорошее. Вот такой тип графики, тот, который я делаю. Соответственно, если вы хотите прямо конкретно научиться этой графике, то ссылка в описании к видео и в шапке в профиле. Мой сервис Boosty, там можно подписаться. Месячная плата, по-моему, 400 рублей. Подписывайтесь, и там я все прям подробно рассказываю. А здесь давайте посмотрим, каким образом это все работает. Посмотрите, есть лист. Вот такой вот лист, разворот скетчбука. И вот здесь я искал проектные моменты, что может быть работать хорошо. И эти моменты я рисовал, опираясь на то, что я нашел в пространстве культуры, русской культуры, которую я изучал, и опирался, например, там на паттерны, которые использованы в кижах. И оттуда я вытаскивал вот эти вот рабочие моменты и затачивал под задачи. Например, у меня была задача сделать детскую зону, и один из традиционных элементов архитектуры кижей — это гульбище. Такая структура террасная, которая с крышей, которая охватывает дом, и люди из дома могли выйти, быть все равно под крышей, но на открытом воздухе, с характерными рисунками столбов. Вот эту вот историю я извлек из структуры дома, интерпретировал ее как перголу, оставил характерный рисунок резьбы столбов и дал ей функцию, например, качелей или лестницы. И таким образом я оставляю эстетику, выращенную из культурного контекста, но даю ей новую функцию. Это интересно. И, соответственно, прорисовывая вот все эти проектные решения, я даю какие-то пояснения. И вот это вот особенность вот этого типа графики, когда ты делаешь композицию, потом ты объясняешь эту композицию, что может быть необходимо для исполнителей уже на этом этапе. Ты можешь обсуждать это не только с клиентом, но и с исполнителями, кто это все будет делать. И с людьми вовлеченными, там, кому это интересно участвовать вот в такой деятельности. И даже без тебя люди, которые, например, скетчбук лежит на столе, и они все могут посмотреть радостно. Если вы посмотрите на формы вблизи, в максимальном приближении, что из себя представляют вот все вот эти вот истории, то вы увидите очень-очень-очень простую графику. Очень простую и очень неаккуратную. Например, вот человечек сидит, ну что у меня от человечка? Просто стилизация. Вот от колонны у меня просто стилизация. От вазона у меня просто стилизация. Вот такие вот элементы научиться рисовать не трудно. Нужно просто дать себе время. А все вместе создает впечатление очень богатой, очень насыщенной композиции. За счет чего это происходит? За счет, например, в первую очередь ритмизирования и декорирования. Декорирование здесь происходит с помощью
вот этого паттерна листвы. Вот этот вот хаос, который оформляет мои главные формы, про которые я говорю. Это вазон, это лапка, это контейнер для озеленения. Вот здесь это столб, лестница, качель. И вот эти вот дополнительные формы, они оформляют всю эту историю и приносят туда декоративность. Декоративность за счет нарисованной листвы. Плюс декоративность за счет того, что вы приносите туда пояснение. Вот эти вот маленькие моменты со стрелочками, они уравновешивают нарисованную картинку. Например, если мне не очень нравится, как нарисована картинка, и у меня вопросы к ее композиции и к тому, как она лежит на листе, то я могу уравновесить это все вот этими блоками текста. Вот здесь история с орнаментом, и текст работает как орнамент. Это любопытно. Если вам тоже приятно писать симпатичный текст, то пишите в комментариях, часто ли вы это используете. А я думаю, что текст — это информационная составляющая и эстетическая составляющая вместе. И поэтому, например, не очень хорошо нарисованный момент блок текста может улучшить. И в пространстве листа композицию блок текста может удачно исправить. Это работает. И, соответственно, у меня есть вот здесь такой хаос, где я разрабатывал некоторые моменты. Я думал, каким образом работать будут малые архитектурные формы там, в пространстве площади. Проектировал большую форму навеса и еще что-то. А вот здесь более точно отрабатывал те моменты, которые понял на предыдущих листах. А что там было на предыдущих листах? А тоже какие-то вот такие вот любопытные истории. Вот здесь вообще прям подробное про иконостас. Тоже тема прошлого лета. И вот, например, здесь. Развитие формы гульбища. Вот здесь я его интерпретировал таким образом. Вот здесь я начинаю разрабатывать его подробнее. Вся эта история перешла в 3D, фотореалистичное 3D. И у меня на канале, вернее в портфолио, есть видео, где я подробным образом рассказываю про этот проект. Внизу в описании к видео есть ссылка, которая называется «Мои некоторые ландшафтные архитектурные проекты». Если вы перейдете по ней, то увидите, в каком виде вот этот проект и в какой логике, в виде такого небольшого кино предстает собой в финальном виде на согласование, на обсуждение, на представление этой концепции. И, соответственно, такую графику очень легко делать за счет того, что она предельно простая и обобщенная, и состоит из элементарнейших элементов, типа прямоугольника, вот такой округлой формы, вот такой бесформенной формы человечка. И каким образом все эти моменты работают? Если я рисую человечка, я подчеркиваю его, например, вот такую округлость. Мне нужно нарисовать вот здесь второго человечка. Окей. Я рисую голову, я рисую туловище, я рисую ноги. Рисую ему тень. Вот она. Тень для головы. Вот она. И округлость формы. И вот симпатичный, милый образ человечка готов. И он вполне себе отражает самоштабность моего проекта. Ничего сложного. То же самое с прямоугольными формами. Рисую прямоугольную форму пьедестала колонны, например. Накидываю тени. Раз, два. И готово. Готово. Могу подчеркнуть ее материальность вот такими несколькими штрихами. Когда рисую зелень, рисую вот такие вот кудряшки, корябки. Приношу им тоже тенюшки, и они прекрасно работают. То есть, если у вас есть идея проектная, идея проектная, она вытаскивается из изучения контекста, и графическое ее оформление, то тогда вы способны довольно легко справиться с таким оформлением вашего рабочего скетчбука. Как вам кажется, вот так проекты проще отрабатывать в 3D или вообще в плоском, там, автокадовском виде, или вот в таком виде, как в скетчбуке? Это основывается на моей европейской практике, на моем опыте работы в Италии в студии Габриэля Филиппини, Ольги Москвиной, Пезера, и на огромном количестве проектов, которые я разрабатывал и думал, потом это все идет в рабочку, потом это все, сначала идет в концептуальное визуализирование, потом ближе уже к продаже проекта в рабочку, и в рабочую документацию, и это вот такая вот вполне себе конкретная история. В общем, вот, если хотите научиться этой графике, то у меня внизу в описании к видео ссылка на мой сервис Boosty. Подписывайтесь, и прям вот легко будет зайти в нее. Но при определенном упорстве. Волшебных пилюль нету. Это все драматичная и практичная история. И заключается она в том, практикуешь — получится, не практикуешь
прости, не получится. Ну, в общем, в этом есть такая большая сермяжная правда. Поэтому у меня простая дорожка, вы видите, у меня простая графика. Ну, сами рекомендации тоже довольно простые, нужно их взять и по вполне себе понятному пути двигаться. В общем, вот, если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Меня зовут Эдуард Кичигин. Всем чао-чао, хорошего дня.